Что, нормально вещать можно? Звук есть, проверил, раз, два, три. А холд поставил, запись идет. Всем привет и с наступающим или наступившим. Виталий, когда мы выложим это видео? В этом году выложим. Если смотрите в 2020 году, то с Новым годом, счастья, здоровья, короче, все самые лучшие качества, что есть. Ну, все самые хорошие качества, что есть. Сука, дебил, да. Долгожданная подборка аудиосистемы за 20 200, да, рублей? Я все время путаю. 2020 типа обыграли Новый год, вот так вот. Вот такая фантазия у нас богатая. Но на самом деле основной упор на то, чтобы сделать бюджетную, действительно бюджетную аудиосистему. У нас таких давно не было. За 15 мы как-то давно подбирали. За 30, за 50, за 77, за 200, 150 было. За вот 20 тысяч давненько не было ничего такого бюджетного. Сегодня мы ее не просто подберем, вот Артем нам сегодня поможет. А ты не можешь, да, на него быстро перевести камеру? Подборку снимем в немного необычном ключе. Как правило, я просто достаю коробки, рассказываю про них. Сегодня мы прям зайдем в магазин, подойдем к Артему, он нам будет доставать компоненты нашей аудиосистемы. Мы их посмотрим, откроем, пощупаем. И еще небольшое нововведение. Артем меня с Димой уговорили сейчас на него. Дима там сейчас подключает эту аудиосистему. Мы ее еще всю у нас в стенде запустим и послушаем. Собственно, все компоненты, которые у нас сегодня будут в подборке, они заиграют. Вы сможете их послушать и написать, как же это божественно звучит из моих колонок Свен. Давайте для пущей натуральности выйдем из магазина и зайдем в наш магазин и купим аудиосистему за 20 тысяч рублей. Одно уточнение, она вся со скидками, да? И поэтому 20 получилось. То есть обычно это столько не стоит. То есть сейчас новогодние скидки, по этим скидкам эта аудиосистема проходит за 20 тысяч. Она актуальная будет до какого числа? Ну, в общем, если вы это смотрите где-то в феврале, то цены, возможно, изменились, уточняйте, а возможно и нет, возможно, что-то будет другое по акции, то есть, в принципе, на 20 тысяч собрать аудиосистему у нас можно, но сегодня мы вот такой небольшой чит использовали, у нас компоненты с новогодними скидками, поэтому в 20-очку мы уложились с магнитолой, с сабвуфером, 2 полосы, да? Один усилитель, все, пошли заходить. Пошли выходить, чтобы заходить. Итак, это магазин Loud Sound, он работает с 10 до 20, сейчас 20:30 и он закрыт. Но для нас с вами он открыт, потому что это мой магазин. Идемте, собственно, покупать нашу аудиосистему. Итак, это Артем. Я не буду делать спектакль, типа мы с ним здороваемся, мы сегодня уже полдня с ним видимся. С чего начать? Систему мы сегодня уже подобрали, ну, допустим, чтобы вы вот пришли в магазин, и у вас есть 20-25 тысяч рублей в любом случае на аудиосистему, потому что, ну, стоит оговориться, что поставить все это бесплатно потом не получится. В любом случае нужно будет отдать какие-то деньги, какие-то доп. Штучки купить, даже если вы будете ставить сами. Но мы сегодня по максимуму все подобрали, с наконечниками, с проводкой, с предохранителями. И вот такая аудиосистема становится практически в любое штатное место, прикручивается практически к любым плоскостям усилитель, ну и сабвуфер просто кидается в багажник, поэтому, ну, аллоцировать, сколько бы вот тот денег аллоцировал на такую аудиосистему, если бы, при условии, что сама аудиосистема 20, сколько потом еще надо ее поставить. Чтобы быть честными, нас часто говорят, а вот вы шумку там не посчитали. Ну, если без шумки, сама установка, если в нашем ателье считать, примерно выйдет в районе 7 тысяч. В общем, аудиосистема за 20 тысяч, погнали. Артем, давай, с чего мы начнем? С магнитолы? Да, мы, как всегда, и это у нас не Пионер в этот раз, не да? Пионер в этот раз, это Kenwood, новинка на рынке. А есть телефон? Сейчас пока рассказываешь, я позвоню, 1300 же надо попросить. Да. Это новинка на рынке, КММ 106, у него 3 пары линейных выходов, пульт в комплекте, нет блютуза, конечно же, за такую цену, и он стоит всего 4100 рублей. У нас здесь есть USB для флешки, ну вот Bluetooth не будет. Для того, чтобы был Bluetooth, сколько нам еще нужно? Ну, порядка 7 тысяч сейчас магнитола с Bluetooth стоит. С 3 парами. С 3 парами 6,5-7 тысяч. Для тех, кто не понимает, что такое 3 пары, 2 пары, здесь мы можем полноценно управлять каждой полосой, подключить. Ну, в нашей системе это в принципе не нужно, но да, если вы захотите отдельно потом еще поставить моноблок, такая магнитола очень игреки сильно нам пригодится. нужны будут в этой Нет. системе? То есть у нас все без игреков разруливается. Давайте откроем пульт в комплекте, смотри. Ну, приятный бонус. Да, классно. Шнурок, ключи, инструкция магнитолы. Ничего у нас в принципе больше нет. Магнитола коротыш, это хорошо.
Сзади будет много места для охлаждения, а также можно поставить еще дополнительно потом какой-нибудь блок типа усилителя или процессора спрятать, если место в самом автомобиле позволяет. Здесь все супер просто и лаконично. 3 пары РЦА, антенна и разъем для подключения. И, извините, Тёма, я сделаю его немножко бэушным. Нарядно выглядит, глянцевый, классно бликует. Кстати, очень красивый, да? А ты знаешь, что многие люди даже не достают пульт из вот таких вот? Да. Ну, на самом деле, пульт такая фишка, которая многим водителям в Ниву подойдет. Потому что а зачем все вот просят. этот пульт? Вот я не пытаюсь. В Ниве? Это на природе, если музыка Нет, хочешь почему? в машине Ну, в управлять. Ниве вот там магнитола находится, вот вспомни. У тебя же была Кстати, я когда-то. пользовался пультом. В Ниве все пользуются На Пионере. пультом. И все просят с пультом магнитолу, кто покупает для Нивы аудиосистему. Ну, я помню, я пользовался, знаешь почему? На Пионере была какая-то такая хрень, что там паузы, по-моему, не было на самой магнитоле. Да, на магнитолах на часто пульте пальца, была а на пульте была пауза. Я поэтому у меня вот так пульт всегда лежал под рукой, я как-то его брал и управлял. Кстати, вот сейчас затроллил, а сам вспомнил, сам пользовался. Удобная вещь. Когда у тебя, ну, под рукой он лежит в кармашке, ты его взял и не нужно тянуться к магнитоле, Ну, руку просто наверху сейчас у многих держать. мультирули есть в автомобиле. Хорошая вещь. Дальше мы возьмем усилитель. Сегодня у нас новинка от Alphard, Machete, Devbonds Group, МА. MA94. Это Скорее всего, это означает, что 90 на 4. на 4. То есть усилитель когда появился? зарекомендовался хорошо уже. Сколько он в продаже? Примерно месяц. Ну, хорошо для месяца продаж. Да. Ну, будем честными. Ну, в последнее время у техники Alphard на самом деле такая репутация, что ну, брака, возвратов по ним практически нет, какие-то единичные случаи. И все очень решается вот, очень красиво. Надо отдать им за это должное. Ну, то есть мы это смело можем предлагать, абсолютно не боясь, что будет какая-то там бракованная партия. Даже если бы были косяки, уже бы вскрылись за месяц продаж. Ну, в комплекте наклейка, гарантийный талон. Alphard не жмет, да? Урал не жмет. Есть кто не жмет, а есть кто до сих пор просто... Ты представляешь, сколько так усилителей было порезано? Я ключом открыл специально. Да, ключом. Тяжелый увесистый АБ-класс у нас. АБ-класс, напомню, это значит, что качество звука у нас будет отличное. В D-классы играют похуже в плане качества, но АБ-класс сильнее греется, больше, тяжелее и очень требователен к охлаждению, то есть не ставьте его в закрытые какие-то пространства, не накрывайте ничем. Это достаточно горячие вещи. По фильтрации у нас не круто, но и неплохо. 5 кГц, да, можно и 8, но круто, что работают фильтры одновременно. Мы видим, Ну, мы с тобой уже проверяли на видео, то, что это... Ну, по факту, да, это просто второй порядок обычно, и ну, на разных усилителях по-разному. У кого-то 8 это 5, у кого-то 5 это реальные 5. Надо смотреть, сравнивать. Ну, что действительно круто, это что фильтры работают одновременно. Мы можем и снизу, и сверху подрезать динамики. Бас-буста на нем нет, как бы не задумывалось, что он будет использоваться как усилитель сабового звена. Ну, и это хорошо, это значит, что вы не будете его крутить и не спалите ваш саб, потому что от бас-буста толку, как от козла молока. Хотите сделать погромче, лаут в магнитоле включите и так спалите все. Терминалы мои нелюбимые один над другим. Чтобы достать одни, надо достать другие. Но это только в случае, если вы часто это все разбираете, собираете. Один раз закрутить, это все нормально, наоборот, эргономично, экономит место. И что у нас тут? Под четверочку разъемы. Очень просто. Вот сейчас я вижу, вот к чему автозвук идет. А это идет еще и к упрощению. Вот ничего лишнего, и в то же время богатый функционал, и все есть на борту. Так, и в комплектации у нас больше ничего, да? Инструкция, да. Шестигранники. Это вот сейчас яблочники плачут кровавыми слезами. Мышка Apple Magic Mouse 2, она такая же, как 1? Нет, это 1. Вторая у нас на том стоит. Короче, я вам сейчас еще сделаю мини-обзор техники Apple. В первой мышке было неудобно, что батарейки надо доставать, менять, как на дешевых вот этих HP, знаете, китайских. Мы часто бегаем в магазин. А во второй они решили эту проблему. Ну, она у вас, когда заряжается, вы не можете ей пользоваться. Однако, сделали подарок всем владельцам iPhone. И Lighting подходит не только для iPhone, но еще и для того, чтобы заряжать Apple Magic Mouse 1. Это вот одна из шуток, Виталик, к вопросу. Это самая новая мышь на рынке. Ты с этим согласен? Почему нет? Доп. Кнопок нет, функционал никакой, ремонта пригодности нет, эргономики нет. Единственное, что в ней хорошо, это внешний вид, она охуенно красивая. У нее частота опроса стрёмная, у нее вот все в этой мыши. И цена самая высокая, то есть как хорошая геймерская мышь она стоит. А заряжать нельзя, когда играешь, когда не заряжаешь, ну ты понял, о чем я. Вот все взять, это же самая мышь. Почему нет? Слушай, ну вот тебе в цвет сейчас совершенно непритязательный пользователь, Настя, у нее есть Apple Magic Mouse 2, черная, для красоты купил, честно, черная, и тачпад.
тачпадом, она пользуется мышью, говорит, я ей не могу пользоваться. Ну, тачпады реально охуенные на маках. Так, стоит этот усилитель сколько? Этот усилитель у нас будет стоить сейчас по акции 6622 рубля. Обычно дороже, да? Да. Вот, кстати, нас 6,7. уже, если вы еще не написали в комментариях, что не 90, а 95, пишите, тролльте, он действительно 95/4. Но судя по названию, я почему-то подумал, 94 так звучит, как 90/4. Ну, по первой цифре сделали. 5 ватт в подарок эта акция, да. Ну, тоже новогодняя. Так, дальше у нас среднечастотные динамики от Ганнибал, но также Альфард, Круг. Ганнибал, возродившийся бренд. Это, кто не знает, самый первый бренд от компании Альфард на рынке автозвука, по факту. Альфард Sound Technology тогда эта компания, по-моему, называлась. Или Альфард ETP, я, честно говоря, не помню. Вот, у них был подбренд Ганнибал, и под этим брендом первые на рынок зашли Ганнибал 7 и 7B. 8P даже раньше, да, наверное, было. Да, Ганнибал 8P была первая, потом Ганнибал 7, Ганнибал 7B, Ганнибалы NM, Ганнибалы, какие они были еще? 6C, 6P, то есть довольно большая линейка, и потом ну, немножечко сошло на нет, переключился Альфард на бренды DevBones, бренды, позже появились Аватар, Апокалипс, да, сам Альфард еще был. Вот сейчас Ганнибал так возродились неплохо, и достаточно большая линейка у них сейчас, и она растет. Вот сейчас у нас динамики, это типа чего, Тём, вот расскажи, если MH60 с чем? MH60, ну это сравнить, это у них более бюджетная линейка по типу Аватар MTU61, Kix GB65, вот примерно там в 2000 рублей, ну одни из лучших динамиков. Стоят они сколько сейчас? Сейчас по акции они стоят 1692 рубля. 1692 рубля. 15%. 1700, ну да, 1700 рублей. 1700 рублей. Смотреть, я не знаю, будем, давай мы посмотрим, мне интересно только одна вещь, есть ли в комплекте грилей, нету? Нет. Грилей нету в комплекте. Ну, вот как профэстрада это продается. Так, дальше что, твиттеры? Это твиттеры, возьмем шелковые. Не весят? Они неодимовые. Или там их нет? Они есть там. Это неодимовые твиттеры, шелковые. MPT-17N. Название в стиле Edge компании, да? Да. Подлиннее, поменее запоминающийся. Вот MH60, да? А лучше вообще LS60, да? Или как было 8P6C. Вот все было четко. Почему у EDP EDP-16B350X Pro? Тест-драйв от Давидыча X50 MD SAC Forever Black Star Young. И вот тут тоже... Это нам сложно на Edge снимать обзоры. Да, MPT-17N. T34, ну круто же. Так, давайте внутрь посмотрим. Реально коробочка, вот практически ничего не весит. Тёма, расскажи, что у нас в комплекте. В комплекте 2 твиттера идут. И 2 стаканчика. Все просто, ну и видно было, что оформить это недорого, минимизированы очень. Также твиттеры являются новинкой, здесь видим мачете нанесения. Вот, кстати, каждый сам по себе такой достаточно увесистый. Провод легкий, алюминий, мне кажется, нет? Как ты думаешь? Ну, он очень тонкий, но для твиттера, для шелкового вполне достаточно. 25 ватт номинальная мощность. Магнитик можно посмотреть. Нет, не можно. Магнитик спрятан все-таки там где-то. Можем достать из вот этой чашки. И твиттер, в принципе, в большинство уголков штатных подойдет. Вот так можно на термоклей просто посадить. Можем посадить вот специальные чашки для установки на парприз или на стойку. Вот здесь мы вкручиваем или делаем двухсторонний скотч. И сюда уже в эту чашку вкручиваем твиттер. То есть 3 варианта установки. А если у вас есть фантазия, то их гораздо больше. Единственный минус этих твиттеров: в комплекте нет ни саморезов, ни конденсаторов, ничего. Так, и стоят они 1100 рублей. 1100 рублей. А у тебя идет запись? Ну, дай мне камеру. Сейчас я без палева. Как их управлять? Да сука. Да я без палева хотел подойти, понял? А он тут лазит. А тут у Виталика, поняли, ручная настройка не... Да, а можно вот так делать? Или я его сейчас... Видите, профессиональная техника, как на нее снимать? Надо изменить тут, подойти ИЗО, дырку открыть, закрыть, вот эти моменты, вы поняли, выдержку, короче. Виталик, я хуй знает, как управлять, на, бери обратно. Видите, что говорят, тошнит нас. Вот сейчас снимаю не я. Пишите в комментариях, нормально ли снимает Виталик, не тошнит ли вас. Как ты делаешь, когда ярче? Руками делаешь не ярче? Жесть. У меня бы вот
все бы обзоры были запороты, если бы я вот... Вернее, у меня половина обзоров и запорота, когда я вот с этой штукой игрался, и у нас фокус иногда сбивается, да, ты знаешь? Мачете, все вы помните, как появился этот бренд. Помнишь, ты не работал у нас еще тогда, да? Да, я, конечно, не работал. Я поехал мачете настоящую. Ну, это не мачете была, это как-то по-другому называется. У них там есть свои, там, кукри, как-то вот так называются эти ножи. Рубил здесь листья, а потом усилитель мачетом, я этим мачете замыкал акустические выходы. Мачете тоже бренд. Я не подбирал эту аудиосистему. Тёма, тебе денег Альфард зарядил, что ли? У нас Да нет, ничего не хотят давать. Я только сейчас осознал, что у нас все Альфард. Ну, не, у них сейчас скидка. А, потому что скидка? Ну, потому что скидка и такое, в таком ценовом диапазоне очень достойное железо. Итак, давайте откроем. Мачете Light у нас, Тём, почему его? Потому что... У него маленькая... Глубина посадочная, кстати, смотрите, даже в коробке. Вот. С ладонь, с кисть. У этого саба небольшая мощность, хорошая чувствительность, легкая подвижная система, он от 4-канальника очень достойно будет играть. Это основной критерий, как я считаю, для выбора такой саба в такую аудиосистему. Красивый, давай посмотрим. Магнитик, я уже отсюда вижу, что, конечно, не боевой, но посадка зато у нас очень даже приемлемая. Ну и зная Альфард, в последнее время они вот делают упор на, как это сказать, занять нишу недорогой аппаратуры, недорогой акустики, недорогих усилителей, но при этом делать максимально качественно практически в любом бюджете. Вот. Сабвуферы, что по ним, давно они на рынке, Тём? Да, эти уже давно. Проверенные? Ну, есть, конечно, возвраты, люди думают... Ну, есть, да, люди, которые палят сабвуферы, да? Да, конечно, как всегда. Люди думают, что ему можно влить там... Да, 450 ватт, ему ничего не будет. Это вещь для того, чтобы хорошо аудиосистема отыгрывала низкие частоты. Она не создаст вам ветер никакой. Вот есть люди, кто насмотрятся видео, что там волосы у девушек летают, и думают, ну я один куплю, волосы просто будут вот не так летать, а чуть-чуть слабее, ну хватит. Этим ветра не нагонишь. Но достаточно прикольный бас при вот нашей аудиосистеме здесь. Можно получить. Это как дополнение к аудиосистеме больше. Да, не будет провала по нижней частоте. По подключению скажи, сколько у нас здесь? 2 плюс 2 в 4 Ома мостом. 4 Ома мост на усилитель мы можем закинуть. И ценник? 2800 рублей по акции. 2800. Короб, сразу покажу вам, пока Тёма прячет сабвуфер. Сколько короб сейчас? Тоже по акции? Нет. Короб не по акции, но мы сделаем на него скидку, чтобы подбить нашу систему. А вы поэтому у вас 20 получилось? Да. Я еще удивился, я говорю, в 20 залезли с полноценной аудиосистемой. Может, магнитолы там нет, может, ящика нет, может, там это... Нет, все есть. У нас, по сути, полноценный фронт, полноценный бас с коробом. Все это мы уложились в 20 тысяч. Короб сколько? 1600 рублей. 1600. Ну, по скидке мы его сделали, получается, 1328 рублей. 1320, ну, по скидке 1300 он получился. Ну да, грубо говоря. Ящик у нас не закрытый, с фазоинвертором, из-за этого он чуть больше. ZIA можно сделать меньше под такой саб. Вот под ZIA. Вот, под ZIA, в принципе, можно... ZIA это закрытый ящик, чтобы было понимание. Если необходимо в эту систему, вот багажник у вас слишком маленький, можно сделать короб поменьше. Но он будет, да, без фазоинвертора. Ну, не намного меньше, но... Я бы сказал, этот слишком маленький под фи, нет? Но он маленький, но для такого саба. Я же говорю, у него настройка будет высоковатая, там, под 38 Гц где-то. Так, ну и по проводке давайте пробежимся, не будем на ней сильно заострять внимание. У нас все недорогое, но проверено и качественно. Тём, что за межблоки? Урал? Межблочные кабели возьмем Урал, BW5M, самая простая линейка, но зарекомендовавшая себя хорошо, надежно, без всяких там каких-то... разрывов. Да. Не было ни единого разрыва. Да. Ты это тоже прикол не знаешь? Уральский звонит в стрим. Не было ни единого разрыва. На самом деле не было разрыва. Не было ни единого разрыва, еще раз я вам говорю. Или вы не Ферштейн, или вам надо по-китайски сказать как-то. Ни единого разрыва не было. Игреки нам в системе не нужны. То есть мы обходимся просто межблочники в магнитолу, межблочники в усилитель. 3 пары зачем нам тогда вопрос? На развитие системы, если человек захочет установить задние динамики через или этот усилитель. Сделать трехполоску. Или трехполоску поставить со временем. Так, по питанию у нас, я подозреваю, что минус на кузов. Естественно.
На питание у нас идет ПВ-16, ПВ-3 16 квадратов. Этого, в принципе, достаточно для этого усилителя. Хороший кабель, кстати, сейчас у нас мягкий, недорогой, 150 рублей метр. Что ты мне показываешь? Ты им показывай. Я фиктивный покупатель, я-то знаю, что он хороший, но не гнется ни хрена. Попробуй этот. Ну, лучше, но... Вот это сейчас тепло. Ну да. Сейчас выйдешь на холоде Не, подключать. ну вот этот последний кабель Ну, не ПВ-3, да, кабель отличает. То, что он проводит, абсолютно точно так же электрический ток, но у него оплетка не самая, так скажем, удобная для инсталляции, но это того стоит. Чуть-чуть помучиться с его изгибами за довольно хорошую скидку в цене. Наконечники. Два наконечника, один на аккумулятор, второй на кузов автомобиля для минуса. Здесь мы взяли 6 метров кабеля, 5 для плюса и метр на минус. У тебя есть молоток? Предохранитель на, давай угадаю, 100 на 100 ампер. Да, он уже идет в комплекте вместе с колбой под мини-АНЛ. Потом у нас идет акустический кабель 2 на 0,75. Мы здесь использовали для этих динамиков. Это для примера или его Это хватит? для примера, да, нет. Его чуть больше надо? 10 метров мы систему взяли. Да. Не стали резать. Ремоут, монтажный кабель для включения усилителя. Это то чувство, когда ремонт больше акустический. И это на расключение сабвуфера мы взяли Machete MSC25, 2 на 2,5 квадрата. Вот, собственно, вся аудиосистема. Вот сейчас вы видите на экране, собственно, накладную, да, сколько что стоит. Можете заскринить, запаузить. Можете перейти по ссылке в описании. Там вся эта система будет у нас на сайте. Все компоненты отдельно с ценами. Вся система в сборе, если ее заказать с ценой, с единой. Ну, естественно, даже если покупать это по раздельности, скидки будут. Да, также скидки будут, ну, чуть-чуть меньше там. Дополнительно вам может потребоваться к этой аудиосистеме только, наверное, кольца в двери фанерные, если нужны. Если не нужны, можно вкрутить и так. И конденсаторы сейчас хотел сказать Тёма. И Дима говорит, не нужны конденсаторы, они есть в комплекте. Мы говорим, как они есть в комплекте. Если мы только что их открывали, их там нет в комплекте. Дима говорит, есть, принес другую коробочку. Видно, из той кто-то подмотал, да, конденсаторы? Ну, либо, да, на складе. Конденсаторы есть. Вот, они у нас в комплекте. Здесь вместе с саморезами, которые ты тоже сказал, что их нет. Ну, вот так это иногда происходит. У нас, да, был неполный комплект, и справляемся, пока вы не... Вы уже написали в комментариях, да, особенно те, кто уже это покупал, говорят, у меня там было. Они, наверное, теперь достают и всем продают без этого. Навариваются на конденсаторах, кстати. Бизнес. Надо взять на заметку, очень выгодно. Успех всем надо. Так что это успех, запятая, всем надо. Идемте послушаем теперь эту аудиосистему и может быть, даже спалим сабвуфер. Подожди, только громче сделай мне. Ты что, оторвал что-то? А? Ничего себе аудиосистема за 20 тысяч раздает. Видите, в правильных руках.
Выключай интернет! Я танцую же. Включай, сказал, интернет! Я же танцую, я же ничего не делаю. Включай интернет! Охереть! Почему она так громко играет? Нас сейчас затроллят. Скажут, у вас в магазине просто все громко играет. Подзапахло, да? Сам, да, подзапах. Сабу досталось. Но он не теплый вообще. Да не, ну такой запах приятный. Еще не режет глаза. Работают громко. У нас аудиосистема сейчас подключена абсолютно та же, что мы собрали. Твиттеры с мидбасами, сабвуфер, все это через 4-канальник и магнитола та же, да, вы поставили ее же? Вот, в принципе, это все вот Дима собрал, пока мы снимали обзор, за сколько? За полчаса все установил. Итак, аудиосистема за 20 тысяч, мы смогли это сделать. Это действительно нормальная аудиосистема с магнитолой, с 4-канальником. Абсолютно полноценная аудиосистема за 20 тысяч. Ну, с той оговоркой, что это действительно сейчас по скидочным ценам. Виталик, хуй, ты видишь, он сейчас выронит эту хуй. А ты снимаешь сейчас? Сколько скидки продлятся, я точно не знаю. До 10 января точно, да? Вот. Если вы это смотрите в 2020 году, всех... Типа ты уже поздравлял всех, да, в предыдущем видео. У нас видео сразу несколько вышло. Поясни за инсталл, аудиосистема вот это за 20 тысяч, то, что вы смотрите. И история нашего магазина, то, что давно просили. Вернее, просили историю Loud Sound, но ее всю так не расскажешь. Историю рассказал про магазин. Обязательно смотрите это видео, если его еще нет на канале. Оно будет когда, Виталик? 1 января выложим, да? Короче, вот новогоднюю ночь будет что посмотреть. Пишите обязательно, что вы добавили в эту аудиосистему, что вам понравилось, что вам не понравилось. Ставьте лайки и там все вот это вот. И постите. С Новым годом, всем пока, живите громко и что еще? А что-нибудь есть получше? Ладно, вот. Стой, подожди, ничего не нажимай. Все, вот так оставляем. Все, давайте, всем покажите громко. Ну да, прям наложишь так же. И мы пойдем так же? Да, это я, спасибо. Это нога моя. Я, чтобы шумно не было. Зачем ты ее держишь? Я не держал, я... Ты просто там стоял? Ну хорошо, не жопу. И что, идем туда просто? У тебя съемка идет? Ставишь потом это за кадром? Как мы стоим, как долбоебы, ну что, идем. Так, это... И он причесывался, да, сейчас такой? Чего вы вот с Тиграном вечно пытаетесь красивее выглядеть, чем... Возьмите, купите машинку, как я, вот под 3 миллиметра подстригся, и не надо... Тигран тоже, знаешь, начинаешь снимать, он там вот эти вот моменты.